Друзья, уже завтра вся Европа и многие наши соотечественники сядут за праздничный стол, чтобы встретить самый светлый праздник в году – Рождество. Сегодня наш гость – это белорус, наш соотечественник, но Рождество в Минске в этом году встречать будет впервые. Скорее всего, мистер обаяния, назвал бы я его, Александр Рыбак. Доброе утро. Доброе утро. Я не могу вам обещать, что я такой мистер обаяния. Ну, а вы знаете, честное Александр, слово, вы уже это доказали. не буду скрывать, что сегодня у меня такая маленькая вот меланхолия. Как сказать, меланхолия. Можно и так, в данном случае, ну, правильно, меланхолия. Но ваши улыбки мне помогут. Да, обязательно. Вы знаете, это правда, вы будете первый раз в Беларуси встречать Рождество? Да, и потому я вот как-то... Но я не могу сказать, что я скучаю по Норвегии, потому что здесь мне тоже хорошо. Просто это вот традиция, что 24 декабря я всегда встречаюсь с родителями в Норвегии. И это, можно сказать, это не Рождество, это Christmas, потому что Рождество у нас, мы же православные, у нас Рождество 7 января. Но когда мы переехали в Норвегию, я считаю, мама и папа очень хорошо поступили, что они увидели, что все другие дети норвежские, они же там гуляют, играют в игры, там дарят подарки и так далее. Так что... 24 декабря они это делают, да. Но есть воспоминания про Новый год, которые вы отмечали здесь, детский Новый год? Или нет? Я помню, что елки были всегда вот такие вот, как у вас. Очень, вот такие висящие, как это? Очень цветные, очень яркие. У нас чувствуется, что у нас в Норвегии елки больше для взрослых. Они такие вот стильные, только в один цвет и так далее. А у вас это больше для детей. Здесь же в Беларуси на Новый год дарят подарки, да? Да, обязательно. А когда я выяснил, когда мне было там 7-8 лет, я выяснил, что всем дарят подарки на 24-го тоже, так, конечно, я тоже мило попросил маму и папу, чтобы у нас тоже была эта традиция. И потом я уже возмутился, а почему-то до 7-го мы не дарим друг другу подарки. И там прибавилось плюс один, Хороший мальчик. А какой самый яркий подарок, может быть, вы помните, в детстве был? Новогодний или рождественский? Что запомнилось? Больше всего помню такие вот футбольные карточки, которые мы дарили. Панини, по-моему, они называются. Наклейки Панини. Да, их все собирали. Мама и папа, они очень умно меня воспитывали, они никогда меня не избаловали. Так что на Рождество наконец-то я получал то, что все другие дети получали каждый день, понимаешь? Им уже это надоело, а мне наоборот. Это интересно было. Но я помню, что я дарил папе его вещи, ну типа там карандаш, он в декабре, он каждый день что-то новое потерял, он ой, где моя куртка, где моя что, а потом уже на 24 декабря все уже получал. Слушай, хорошая идея, мне нравится. А в кого верил Александр Рыбак? В Деда Мороза или в Санта-Клауса, и верил ли вообще? Конечно, верил в Деда Мороза, и вообще-то по-прежнему верю. Все правильно, да. Он рядом снимает нас. Особенно я очень удивился и очень обрадовался, когда мы переехали в Норвегию, и Дед Мороз по-прежнему приезжал в Норвегию только чтобы подарить мне подарки, представляешь? 31 декабря. Никому другому не дарил. Все другие. Всем Санта дарил. Я проверял, там, звонил приятелям 1 января. Вам тоже дали? Нет, серьезно, а мне дали. Ну, это потому что я белорус. Ну, очень удобно, да, и на Рождество, и на Новый год. Больше, не меньше. А у вас музыкальная семья, мама, папа. Скажите, вы уже с детства знали, что будете заниматься музыкой? Или были какие-то попытки, там, кто-то хотел быть космонавтом? Фехтовать. Стать Дедом Морозом можно. У меня очень талант был на футбол. Я хорошо в футбол играл, когда мне было 10. 10 лет. Но потом решили, что... Решили лучше, все-таки, да? Не решил, а все-таки решили, да, решили, родители? да. Но я сейчас пробовал в футбол играть. У меня по-прежнему есть такие... Все очень... Как это? Инстинкт у меня хороший футбольный, но... Всегда, когда мне мяч подают, так я начинаю смеяться почему-то. Так что это не получается. Но улыбка Александра болит, Рыбака, это все равно хорошо. Вы попробовали себя во многих разных ролях, профессиях. В прошлом году на проекте «Поющие города 2» от телеканала СТВ вы продюсировали начинающих белорусских артистов. Ну, я бы не сказал продюсировал. Я выбрал группу, в которой мне очень понравились... Не обязательно так, как они пели, они понравились как люди. Расскажите про этот год, что сейчас происходит. Ну, я уже 2 года мечтаю написать белорусскую песню. Ну, не на белорусской, но в белорусской традиции. И, наконец-то, реализовал проект, сделал кастинг и написал песню про акцент.
что акцент, это еще как мы разговариваем, да, по-английски, как поем, но еще тоже, что акцент — это наши корни. И наш акцент навсегда останется. Так что девушки поют о том, что я тебя навсегда буду любить, но если берешь меня, так мой акцент тоже со мной. Ай, как интересно. Есть такая белорусская поговорка, я не сказал, потому что она такая позитивная. Говорят про девушек, что девушку из деревни вывести можно, а деревню из девушки никогда. Это есть Вот. такое, И вот да? Александр Я пробую Рыбак. подчеркивать это в этой Да, песне. тот человек, который подчеркнул это как достоинство, потому что люди настоящие. Приехали, и вот чарку-шкварку могут сказать правильно. Ну, я вот сейчас почитал в интернете, ну да, я читаю иногда про себя. Правильно, все немножко почитывают, да. И очень приятно, что люди, не фанаты, совсем люди, которые никогда не слышно раньше про них, они говорят, что наконец-то что-то такое белорусское на Евровидении. Но мы еще не в Евровидении. Очень надеюсь, что... Мы очень пожелаем надеюсь, что пройдем. пожелаем успехов вам и вашей команде. Мы знаем, что вас и вашу группу поддержал в этом году Филипп Киркоров. Ну, король попсы, да еще и успешный продюсер. Очень приятно, что он поддерживает меня как продюсера сейчас. Он, по-моему, письмо написал вам, да? Ну да, и на Твиттере он нас поддерживает, там со всеми хэштегами, да, Милки, акцент. И еще знаете, что я увидел, что Мария Сарифович, которая выиграла Евровидение со своей песней, она тоже нас поддерживает. И это тоже для нас очень важно. Во-первых, Киркоров, который успешный продюсер, а во-вторых, Мария, которая вообще-то это последний победитель Евровидения на своем языке. Так что ей, конечно, очень понравилось, что мы написали песню, где мы не подделываемся под другие национальности, а именно пробуем белорусские корни показать. Слушай, ну, мы желаем, Саше, вам успехов. Где-то в какой-то газете я читал, что в этом году Александр Рыбак нервничает больше, чем даже тогда, когда выступал сам. Да, Так ли это я так сказал. Это правда, да? Это очень правда, потому что сейчас у меня еще, кроме Еврофеста, у меня еще сейчас ответственность за этих девушек. Мне очень нравится их характер, мне очень нравится, что они трудноспособны, как сказать? Трудолюбивые. Трудолюбивые, да. Ну и замечательно. Но мы стараемся, они стараются. Мы очень-очень надеемся на победу, конечно. Желаем вам, конечно же, победить. Новую песню вы нам принесли сегодня в студию. Да, Что будете это исполнять? будет, да? Я бы не сказал, что она новая песня. Это рождественская песня, потому что я же обычно сейчас в Норвегии в эти дни, а в этом году я как-то чуть-чуть скучаю все-таки по норвежскому Рождеству, так что я хочу вам спеть песню, которая иллюстрирует это. Называется «Let it snow». Ну что ж, друзья, тот уникальный случай, когда во время прослушивания Александра Рыбака вам не надо звонить и сразу голосовать. Просто слушайте и наслаждайтесь. Выступает Александр Рыбак. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we have no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I bought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow.
slowly dying. And my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so,